Здравствуйте, представители знака зодиака Водолей. Второй расклад. Это откроется. Давайте узнаем, что же откроется или что прояснится в ноябре. В целом ноябрь месяц, пожалуй, можно назвать смело кульминационным в наших переменах или за счет большой ретроградности. Правда, к нам могут вернуться, как и какие-то новости, именно по тем вопросам, с которыми мы уже где-то сталкивались. Конечно, я могу допустить, что будут и те темы, которые могут продолжиться, поскольку у нас Уран, ваша планета-управитель, находится в знаке зодиака Телец. Это в целом на все человечество влияет, потому что Телец – это олицетворение благополучия. И он в ретро-движении будет аж до конца января. И тем не менее, много других планет, когда нас словно заставляют принять решение по тем или иным вопросам. И я должна сказать, Плутон, безусловно, который находится в знаке зодиака Козерог по 19 ноября, и это последний реверанс. Потом, мои дорогие водолеи, с 20-го Плутон окажется в вашем знаке зодиака. Но вот этот последний заход в Козерога, словно Плутон делает специально для знаков зодиака стихии воды и земли. И пусть это где-то лично на вас, может быть, и не очень влияет. Но, к примеру, у вас могут быть контакты или ключевые партнеры, которые родились под знаком зодиака стихии земли или воды. У них идет некоторая перестройка тоже. И поэтому, взаимодействуя с вами, отталкиваясь от того, что они хотят в итоге осуществить, получить, или как меняется их жизнь, это тоже отчасти может воздействовать на вас. Давайте мы с вами узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все же получите. Кроме этого, я вас приглашаю на свой сайт. Оставлю ссылку в описании под видео. Планетарный гороскоп на ноябрь. Прочитайте. В зависимости от того, какие планы строите, я как раз описываю планетарные транзиты. И я думаю, вы тоже какие-то подсказки для себя найдете. Итак, если мы говорим, что откроется, что прояснится, давайте зададим такой вопрос. С чем вы, возможно, успели проститься или от чего-то отказаться, а оно в вашей жизни возвращается? Какое дело вы считали завершенным, возможно, поставили точку, а оказалось многоточие? Какая правда, мои дорогие водолеи, откроется и что вам в связи с этим нужно знать? Что будет меняться? Сами по себе перемены. И как это изменит вас? Подсказки высших сил или знаки судьбы? И какие возможности перед вами открываются в ноябре? Достанем карту «Совет» и давайте откроем. Первая карта. С чем же вы уже успели проститься? Ну, карта Солнца, возможно, с некоторыми своими планами. Я должна сказать, что планетарно как раз на ноябрь. Ох, у вас может быть такое очень, с одной стороны, турбулентное время, с другой стороны, вы можете особо ощущать, что у меня сейчас могут сбываться все мои мечты. Здесь нужно быть несколько аккуратным, знаете, с чем? Ведь Солнце, кстати, это прообраз нашего эго. Мы хотим поступить именно так, как нам хочется, и это чудесно. Но эмоции, даже планеты, транзиты вас призывают несколько в себе причесывать, чтобы вам не помешали они как раз продуктивно какой-то свой проект продвинуть. И, может быть, мы сталкиваемся с разными людьми. Иногда приходится действовать мягче, где-то гибче, для того, чтобы свой как раз план мы могли, ну, как-то ближе к цели протолкнуть, будем говорить. И не всегда доказательство – это лучший способ. А вот где-то обойти острые углы, и, глядишь, и люди соглашаются. Потому что на нас, на всех в ноябре, мои дорогие водолеи, влияют вот эти как раз транзиты, то, о чем я говорила до карт. И каждому хочется сделать что-то по-своему. От того, как мы сумеем договориться, от того, как мы услышать друг друга сумеем. И будут зависеть наши последующие воплощения именно в реальности. Но если мы спрашиваем, от чего вы, возможно, уже успели отказаться,
а оно к вам возвращается. Так вот, как раз ваши какие-то прежние, может быть, намерения, когда вы даже пришли к выводу, что я бы очень хотела или хотела, но обстоятельства меня сдерживают, или обстоятельства мне как раз не дают. Вот здесь может вернуться то замечательное время, когда будет какая-то, ну знаете, как узкий может быть фарватер для осуществления своей мечты. Ведь по сути по карте Солнца это когда мы можем совершить или продвинуть опять какое-то дело, о котором мечтали всегда, но откладывали на потом. Так вот, такое столкновение между эмоциями, когда вы чувствуете, что да, продуктивное время словно на пороге, но в то же время еще пока не время вот таким ярким или каким-то более эмоциональным окрашиванием своего поведения, не побоюсь сказать, так и настойчивости в плане самого себя прекрасно. А если настойчиво мы где-то, ну, с элементом агрессии насаждаем свое мнение, вот тут это не прокатит никаким образом. Я об этом, ну, так постаралась помягче сказать, в планетарном гороскопе, и вам выпадает аркан Солнца, как раз об этом и говорит. И я должна сказать, ведь это еще карта выбора правильного направления на полгода. И поэтому для вас, видимо, осуществить некоторые проекты, но определиться, что максимально жизнеспособно, потому что последующие 6, а то и 8 месяцев вы как раз и будете тем заниматься, что поставите себе в приоритет. Но в чем же вы могли поставить точку, а тут оказалось многоточие или запятая? Однозначно, взаимодействие с каким-то человеком или продвижение вашего проекта. И опять же, двойка пентаклей. Дуальная карта. Это значит не монолог, это все то, что я сказала, а диалог. Как вы сумеете договориться с тем или иным человеком. И у вас 2 пентаклевые карты. Поэтому я больше так сужу, что скорее на первый план у вас выйдут дела, работа, бизнес или деньги. Вот такие вопросы. Может быть, вы сюда же попадает, к примеру, если вы хотели осуществить переезд. Это тоже где-то покупка, продажа недвижимости. Или место будет, где, допустим, где будет место вашего проживания, если это актуально. Но это, как правило, тоже сопряжено с некоторыми тратами или организацией жизни. В любом случае, есть какая-то ситуация по двойке пентаклей, которая тянется из прошлого, опять же. И это не карта будущего. Это когда мы должны быть гибче, некоторый момент, может быть, удержать как эмоции в себе, так и еще и собственные планы. Если впереди у нас карта Солнца, словно пересмотреть, будет какая-то возможность действительно осуществить свою мечту. Ну, давайте мы с вами посмотрим, какая же тайна вам откроется. Вообще очень добрые карты, мои дорогие. 9 чаш. И здесь у нас показана семья. Поэтому не буду так заявлять, что дела, работа, бизнес у кого-то как раз тайна какая-то может быть открыта по части личной жизни. Может быть, и человек вернется. У кого-то это может быть не совсем тайна, а ваши дела, когда вы в паре, может быть, и вы обсуждали, даже если вы люди семейные. Или та пара, когда, ну, именно личная история взаимоотношений. Так вот, вы могли строить какие-то планы, давай мы с тобой организуем, к примеру, личный бизнес или какое-то наше дело. И здесь вот это может вернуться как новый проект. Я вот этого тоже не исключаю. Почему это говорю? Тут как будто семья заодно. Или пусть это двое, но тоже заодно. Смотрят в одном направлении. И кроме всего прочего, пусть не в этой колоде, 9 чаш, это у нас все-таки карта денег. Я ее называю иногда картой эгоиста, но не совсем в контексте этой колоды, поскольку здесь наоборот. Нам показывают люди или круг людей, который наиболее близок к вам для вашего общения. Может быть, это вы будете и продумывать и с друзьями, хотя я больше вижу, что вопросы семьи. И у вас могут какие-то вопросы по части родственников вашего супруга или вашего партнера. Может быть, какие-то еще контакты, которые с людьми, они вхожи в ваш дом или в вашу семью. Какой-то проект. Давайте мы узнаем, что же вам нужно знать в связи с этим. Тут словно по судьбе вам действительно высшие силы возвращают какой-то проект,
ситуацию, может быть и отношения. Все же по карте Иерофант проходят и отношения. К нам, в принципе, планетарно могут возвращаться люди, которые с ними у нас прежде была либо дружба, может быть, были более такие индивидуально тесные контакты, по какой-то причине это не срослось, не получилось, или человек, кстати, пропал, или общение по разным причинам прервалось. Так вот, люди могут возвращаться, и могут быть откровенные объяснения, могут быть некоторые взаимодействия по разным причинам. И карта Иерофант – это к нам действительно что-то по судьбе, но мы можем еще сделать это и по закону. Хотя я могу предположить, что для кого-то будут те вопросы или выйдут на повестку дня, когда была прежде дружба, а теперь вы захотите перевести, допустим, как бракосочетание, оформить уже ваши отношения. Могу также допустить, что если ваш прежний союз утрачено взаимопонимание, по какой-то причине он уже распался, вы тоже можете захотеть более внести какую-то ноту ясности и задумаетесь и о расторжении брака, хотя и у кого-то это может быть вплоть до венчания. Вот такие важные процедуры, которые, когда мы оформляем именно отношения. Хотя по этой карте у кого-то из вас может проиграться и по работе изменение вашего статуса. Вот как раз статус мы и меняем по Иерофанту и оформляем это еще документально. Должна признаться, мои дорогие, что карта где-то, если мы спросили, что нужно знать, для вас будет более надежно все то, что где-то прописано на бумаге или законодательно оформлено. Для кого-то из вас именно обучение, все же Иерофант – это ученик. И нам показаны двое – ученик и учитель. И вы можете выступать как и в роли ученика, учиться чему-то новому. Как будто вы точно будете знать, если прежде были сомнения. Вот вы перестанете в чем-то сомневаться, мои дорогие водолеи. Больше определенности, вот это нужно знать. И если вы чувствуете, что да, вот это дело словно выгорит или будет очень продуктивно, поверьте, есть смысл приступить как и к изучению или к осуществлению вашего проекта. У вас очень продуктивное время будет, как минимум, последующие 6 месяцев. И это само по себе прекрасно. Для кого-то из вас это могут быть также вопросы, которые связаны действительно с недвижимостью или конкретно вашим домом. Или если вы принадлежите к преподавательскому составу, здесь вы можете сделать более чем успешную карьеру. Давайте мы немножко раскроем, чего это может касаться. Конечно, мы все разные. Но пусть нам карты подскажут, о чем они нам хотят еще рассказать. Или какую раскрыть еще ситуацию. Правда, какая-то была ситуация, как вытоптанный сад. Так называется эта карта. И вот теперь мы можем это изменить. Пятерка чаш или пятерка кубков – это всегда какие-то разочарования. Или, мои дорогие, может быть, прежний был период, когда не просто мы разочаровались или в человеке, а может быть и в группе людей. Но это не когда мы словно отошли от дел из-за сложных эмоций, или мы взяли какую-то паузу, но это мог быть достаточно затяжной период, когда мы не видели света, когда мы были настолько в каком-то сложном состоянии души после разочарований, когда мы никак не могли что-то начать. Словно собрать себя нужно было воедино. И это самый главный камень преткновения был в прошлом. Вот именно подобное состояние у кого-то окончательно завершится в ноябре. Что же еще? Личную историю нам здесь показывают карты королевы чаш. Это карта в первую очередь любящего человека. Ну и, безусловно, вопросы личных взаимоотношений или связи с родственниками, как вас, так и партнера. Давайте мы узнаем, что еще.
Могут и открыться какие-то тайны, может вдруг и человек объявиться. Карта Верховная Жрица, тем не менее, где-то и вас призывает о себе много не рассказывать. Верховная Жрица – это та, которая все знает и в то же время умеет хранить молчание. Она не предвосхищает некоторые события. Помните, что как успех, так и удача, как личное счастье любит тишину. Поэтому не рассказывайте о себе много. Где-то не пытайтесь форсировать некоторые вопросы, когда чувствуете, что, может быть, окружающие не так быстро, как вы, откликаются на какую-то вашу идею. Будьте милосердны к самим себе, также и допускайте, что все остальные люди, они будут находиться несколько в других энергиях. И ноябрь месяц, он сложным может быть для очень многих из нас. Поэтому не всегда мы можем быть поняты с первого раза. Примите это во внимание и себе не навредить, может быть, не все выложить как свой проект, а так, знаете, постепенно переходить от одного пункта к другому, раскрывая те особенности вашего дела, что вы хотите именно продвинуть или чтобы у вас это получилось в реальной жизни. Но для кого-то из вас могут всплыть и ваши тайны, мои дорогие водолеи. Правда, совершенно неожиданно. И я могу даже сказать по части личной жизни. Может быть, вы и не думали, чтобы это было как достояние общественности. Поэтому, в принципе, где-то молчание вам помогает. И эта карта независимости. Независимость приходит где-то благодаря тому, что мы очень осторожны. И о себе не предвосхищаем некоторые события. А если у нас буквально люди, вы сталкиваетесь с беспардонными, которые спрашивают, бывают такие, которые с таким вопросом, ну расскажи, а сколько ты денег получаешь? Или а как у тебя дела на работе? А как у тебя дела в личной жизни? Бывают и среди мужчин, и среди женщин. Давайте еще раз нам раскроют пусть. Вот не устраивайте лишнего противостояния. Пятерка жезлов, кстати, может говорить, я называю эту карту информационного хаоса. Так вот, в принципе, вокруг вас, словно пространство информационное, может напоминать хаос. Утром пришла одна какая-то новость, а к вечеру это уже не актуально, и вас интересует что-то другое. Это может быть и состояние души внутри вас, несколько хаотичное, когда вам нужно сконцентрироваться на чем-то одном, но планеты как раз могут давать вам такую перестройку, что вы можете даже чувствовать, что мне сложновато сконцентрироваться, мне сложно организовать на себя на что-то одно конкретное. Отчасти потому, что и вас могут дергать в разные стороны, мои дорогие водолеи, но есть какое-то дело, которое для вас будет очень важным. Поэтому где-то по части желаний и реальных возможностей вам нужно будет провести параллели. Чтобы не было так, вы потратили много времени, а это не принесло вам какого-то результата. Чтобы не было много шума, а получилось, что из ничего. Будьте внимательны. Может быть, не ко всем это относится, но кому-то важно услышать. Давайте узнаем, что же меняется, в принципе, вокруг вас. Это очень сильная позиция. Это может быть как карта вашей энергетики или энергетики пространства. Но по королеве жезлов всегда больше проходят индивидуальные какие-то люди. Карта может говорить о том, что в принципе сильная, как и ваша позиция, но мы говорили о молчании. Так вот, королева жезлов тоже умеет хранить молчание. Ее жизнь научила. Ее за счет того, что она прежде была, может быть, чрезмерно активна или чрезмерно доверяла, мои дорогие. Она попадала не раз в какие-то коварные ситуации или на контакты с коварными людьми. И жизнь ее заставила быть попросту хитрее. Это не значит, что она все скрывает или замышляет какой-то коварный план теперь. Нет. Вот такие энергии могут быть как и вокруг вас, так и в вас самих. Это вот перемены такие, ведь мы спросили, что же меняется. Она умеет работать как вот с новостями, информацией и деньгами.
части денег. Нам карты уже сказали, что могут быть какие-то события, которые вам как раз и придется, ну, где-то так выстроить более плавно или продумать, может быть, наперед, никому ничего не говоря, или найти недостающую информацию, или какое-то дело прояснить, как это сделать, кстати, по закону, чтобы себе не навредить. Помним, что вам нужно знать, что будет для вас более предпочтительным, когда мы все оформляем по закону, когда мы действуем по закону, когда мы не перепрыгиваем, к примеру, даже через голову руководителя, а делаем все последовательно, по системе иерархии, иерофант, всегда иерархия. И вот это вторит где-то карта королева жезлов, говорит, что действуй очень продуманно. Вот такие энергии предпочтительной, они как и в воздухе, словно невидимо, в пространстве будут присутствовать, так и будут помогать вам. Что же изменит вас, вашу жизнь? Посмотрите, у вас, правда, ресурсный период. Единственное, что отработать, отшлифовать, это методы. И мы уже с вами об этом говорили. Но карта мага должна сказать, хоть у нас и рядом королева жезлов, все же жезл – это огненная энергия. Но королева жезлов уже знает, как себе не повредить. А карта маг – это вообще холодная карта. Это карта продуманного человека. Это более такие сконцентрированные энергии, которые необходимы для того, чтобы реализовать свою мечту. Маг тем и силен, что он продумывает детально, а потом действует. И первое, он ставит для себя цель, намерение, а потом рассматривает и корректирует варианты, как я должен действовать, чтобы достичь желаемого. Да, это великий манипулятор, но, по сути дела, все то, что мы с вами говорили, как раз можно свести к карте мага. А это как будто даже ваша собственная, может быть, позиция, ведь мы спросили, как вот эти перемены влияют на вас или меняют вашу жизнь, они вас превращают в мага. Понятно, мы разные, и каждый из вас по-разному сумеет как-то определить для себя эти сложные достаточно энергии. Эмоции будут рваться наружу, мы с вами об этом говорили, но совершенно необходимо где-то их причесать во благо самому себе. Давайте узнаем, каковы знаки судьбы. Ну, видимо, вам нужно изменить вот эти энергии по карте принцесса жезлов и как минимум перевести в королеву жезлов. Это предыдущая ступень, а это последующая. Принцесса жезлов в этой колоде называется служанка в ожидании. Когда вы долгое время могли ждать. Или когда вы где-то рационально подходили, что я хочу осуществить, но к этому не было ни предпосылок, ни возможностей. А здесь они появляются, потому что вам пространство словно возвращает некоторые энергии по части вашей мечты, целей, намерения, чтобы вы теперь смогли более конкретно выстроить траекторию и воплотить свою мечту в реальность, но более продуманно. Может быть, эти энергии отчасти по принцессе жезлов вам могут говорить еще и о том, что не действуй опрометчиво, будь аккуратен к своему окружению. Давайте мы с вами узнаем вот такие подсказки судьбы. Какие возможности перед вами открываются? А вот здесь ваша карта, принцесса мечей. И это, кстати, холодная энергия, как и у мага. Принцесса мечей – прообраз Медузы Горгоны, которая пострадала именно из-за своей наивности и доверчивости. Поэтому себя на вторые роли не ставим все же. Я вижу так, и в этом знаки судьбы. Но и действовать как-то безапелляционно или слишком горячо, назовем это так, или в открытую, мои дорогие, вам для того, чтобы, мои дорогие водолеи, вы осуществили свой самый сумасшедший план. Вам просто нужно быть магом. И я об этих энергиях говорила. Нет для вас ничего невозможного. Может быть, даже многие из вас какой-то план, который вам теперь кажется нежизнеспособным или дурацким, вы найдете пути, чтобы его воплотить в жизнь. Повторюсь, потому что только вам стоит поставить во главу угла для себя цель. Поверьте, 1001 метод вы найдете.
собой не рисковать. Вот, это будет тоже где-то как совет от карт. Сейчас мы совет откроем, но мы, если спросили, какие возможности откроются, то есть вот эта энергетика мага, она должна быть продолжена. Не служанка, отнюдь нет. А вот магом нужно быть от начала до конца. Великий манипулятор. Пусть это где-то маг, волшебник, мы можем скептически к этому относиться, но если мы переведем эту карту где-то в позицию серого кардинала, я думаю, здесь немножко более проясняется. Серый кардинал действует таким образом, его не видно. Он действует незаметно, но он умеет провзаимодействовать с окружающими таким образом, что окружающие убеждены, что это их собственная идея. А нам ведь тут как раз про идеи-то и говорили в самом начале. И, видимо, мои дорогие водолеи, вот такие достаточно сложные, но зато безотказно работающие энергии вы должны освоить. По крайней мере, я вижу подсказку именно в этом. И это сделать не так просто. У вас, опять же, весь мир у ваших ног. Вы понимаете, вот не ставьте перед собой барьеров. Барьеры в том плане, когда мы говорим, нет, это невозможно, нет, это нерационально. Какие вы перед собой поставите табу или ограничения? Если вы себя поместите в какие-то рамки, ну, значит, вы в этих рамках и останетесь. А карта «Мир» нет ничего невозможного. Кто-то из вас уже в течение ноября, может быть, получит важные документы и карта «Иерофант». Может быть, кто-то из вас согласование важное проведет. В принципе, мы можем пересматривать контракты, соглашения, даже брачные договоры или все те документы, которые мы опять же оформляем по закону или по какой-то номенклатуре или по какому-то протоколу. Вот здесь это будет означать, с одной стороны, сильная позиция, с другой стороны, как и старт в будущее. Но по карте «Мир» это как совет, ведь тоже карта «Мир». Не обострять обстановку, быть великим дипломатом, сохранять, безусловно, гармонию в душе, не допускать какого-то раздрая. И карта мага нам ведь тоже об этом говорит. Словом, мои дорогие водолеи, я вам лично желаю, ну и где-то карты вторят к тому, что у вас прекрасное время начинается осуществить свой самый невероятный проект. Может быть, аккуратно. Может быть, воздействуя мягко, находить какие-то новые методы даже взаимодействия. Водолеям подвластно все. Вы можете видеть то, что не видят другие. Это особенность вашего знака зодиака. Вы можете видеть мир глазами ребенка. Мы только в взрослом возрасте для себя какие-то табу, стереотипы загружаем в свое сознание. А вот как раз дети, они более открыты миру, и вам выпадает мир. Поэтому задумайтесь, может быть, вспомните даже то, о чем вы всегда мечтали и хотели. И если вы поставите как цель, поверьте, мои дорогие, методы, опять же, найдутся. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.